Что такое полеты на бизнес-джете? Здесь на своих самолетах летают даже пенсионеры. Пассажиры джета не проходят паспортный контроль и процедуру досмотра багажа и ручной клади. На джете мы полетели в 2 города. Мне дико понравилось. Аэропорт встретил нас закрытыми дверьми. Привет, я Настя. Уже год мы с семьей живем в Америке, и недавно со мной случился лучший уикенд в моей жизни. Если бы мне 5 лет назад сказали, что я буду путешествовать на бизнес-джете в США, я бы не поверила. В этом видео я вам расскажу, почему американцы летают на самолете так же часто, как ездят на такси, что такое полеты на бизнес-джете, а еще расскажу про 2 города, куда вы точно должны слетать на выходные, если будете во Флориде. Маленькая предыстория. Мой муж летчик, и недавно мы вместе с нашими друзьями, тоже летчиками, отправились в маленькое путешествие на бизнес-джете. Мы слетали из Майами в Нейплс. Это в 30 минутах полета от ближайшего к нам аэропорта. Спойлер, мне дико понравилось. Привет, друзья! Сегодня мы летим на бизнес-джете в город Нейплс. Я вас беру с собой в это маленькое путешествие. А на следующий день мы полетели из Майами в Санкт-Петербург, то есть в Санкт-Петербург. Мы в Санкт-Петербурге. Да-да, в Америке тоже есть свой Питер. Название городу дал Петр Дементьев, русский иммигрант. Он был одним из основателей железнодорожной станции и получил право дать название городу. Как вы уже догадались, город был назван в честь российской родины Петра Дементьева Санкт-Петербурга. Как и наш Питер, он очень красивый, но по-своему. Все покажу вам в этом видео и расскажу, почему он так называется. Смотрите дальше. А пока о том, что такое бизнес-джет. На самом деле в Америке его может арендовать каждый. В Америке добраться куда-то на своем самолете такое же обычное дело, как доехать на машине. Здесь на своих самолетах летают даже пенсионеры. Это безопасно и удобно. Можно приземлиться в любом аэропорту, хоть в Нью-Йорке, хоть в деревне. Аэропорты в Америке находятся буквально везде. От одного до другого летит 10 минут. И несмотря на огромное количество самолетов в небе, здесь самое низкое количество авиакатастроф. Так почему же полет на джете так меня впечатлил? Несмотря на то, что американцы страшные бюрократы, авиация здесь сильно развита и все намного проще как для летчиков, так и для пассажиров. Ну, например, пассажиры джета могут пройти прямиком к самолету из аэропорта без паспортного контроля и без досмотра. Но обо всем по порядку. В бизнес-авиации в Америке есть FBO. Что это такое? Давайте разбираться. FBO – это Fixed Based Operator. Это инфраструктура для бизнес-авиации или, проще говоря, частные терминалы, иногда даже целые аэропорты для бизнес-джетов и все предоставляемые услуги. Например, лобби, как в первоклассном отеле, отдельные бесплатные комнаты для отдыха и ночлега, где можно поспать или поиграть в PlayStation, кафе, в котором не будет никого кроме вас, где вы сможете поужинать или выпить чашечку кофе, конференц-залы, наземный транспорт, который организуют для вас сотрудники FBO, на случай, если вы не планируете приезжать на своем личном автомобиле. Иногда даже залы кинотеатров и массажисты. А теперь перейдем к самому интересному. Что меня впечатлило больше всего из предоставляемых услуг? На перрон аэродрома можно проехать прямо на своей машине и оставить ее там до возвращения. Можете себе такое представить? А чемоданы из машины в самолет перенесут в службы аэропорта бесплатно. Впечатляющий сервис, правда? Ну как бесплатно? Вы за это уже заплатили. Пассажиры джета не проходят паспортный контроль и процедуру досмотра багажа и ручной клади. Все максимально быстро. Зашел в аэропорт и прямиком к самолету. Как же это упрощает жизнь. Ну и вишенка на торте. И самое большое отличие от линейной коммерческой авиации. Это время, которое проходит с момента прибытия в аэропорт до посадки в самолет. Вам не нужно приезжать за 2 часа до вылета. Достаточно быть в аэропорту за 10-15 минут. Ну и возвращаемся к нашему путешествию. Как я уже упомянула, мы полетели с нашими друзьями-летчиками, поэтому за услуги платить никому не пришлось. На джете мы полетели в 2 города, в Нейплс и Санкт-Петербург.
Оба города находятся во Флориде на стороне Мексиканского залива. Лететь надо через болото с крокодилами, потому что в центре материка, где находится штат Флорида, жизни нет. Ну что, мы прибыли в Нейплс. В Нейплс мы полетели, чтобы посетить очень классный ресторан Sales. Сейчас поедем ужинать. Очень проголодались. Запоминайте, здесь очень красиво, вкусно и пафосно. Все блюда вам в красках презентуют официанты. И сразу после ужина мы пошли прогуляться по ночным улочкам в направлении к заливу. Но, к сожалению, очень быстро стемнело, и я не успела ничего снять в светлое время суток. Поэтому просто поверьте на слово, город очень красивый, нарядный и спокойный. Кстати, неспроста здесь находятся одни из самых дорогих особняков во Флориде. На роскошь мы насмотрелись и поехали в аэропорт. Готовьтесь, дальше будет смешно. Аэропорт встретил нас закрытыми дверьми. Терминал закрыт, не можем попасть в самолет. Ищем. Шереметьево закрыто. Шереметьево закрыто. The 77845. Нам нужно попасть к самолету, но терминал закрыт, к сожалению, поэтому мы сейчас будем искать пути обхода. Зайдем, так сказать, с заднего входа и решим все проблемы. Представляете такое в Шереметьево? В Америке очень много маленьких аэропортов, и работают они не все круглосуточно. Поэтому нам пришлось будить сотрудника, чтобы улететь обратно в Майами. Аэропорт все-таки открыли. И мы все-таки улетим. Ты когда-нибудь бочку делал на этом самолете пассажиров? Давайте без бочек. Бочку с 1G я даже не проснулся. Вы даже не просете. Вот мы и вернулись. Кстати, когда мы вернулись, как и при вылете, не было никаких проверок. Вышли из самолета и сразу сели в свой автомобиль. Как вы уже поняли, это не конец истории. На следующий день мы улетели в Санкт-Петербург. Поделюсь классными кадрами. Здесь мы гуляли в светлое время суток. Основной целью нашей поездки было посещение музея Сальвадора Дали. Если будете в этом музее, знайте, в залах есть бесплатные экскурсии. Гиды рассказывают очень подробно и интересно о каждой картине. В музее хранится самая большая коллекция художника за пределами Европы. Эти картины вы не увидите нигде в мире. Картина «Открытие Америки Христофором Колумбом» есть только здесь. Я была потрясена, когда мы зашли внутрь. Только посмотрите, полотна во всю стену и уникальные скульптуры. Как он это создавал? А вот то, что зацепило меня больше всего – картина с Линкольном. Вблизи абстракция, но если отойти на расстояние нескольких метров, вы увидите портрет президента Линкольна. Впечатляет? Кроме музея Дали в городе есть очень много мест, которые стоят внимания. Рекомендую посетить музей искусств, музей истории и музей Холокоста. Если едете с детьми, они будут в восторге от интерактивного музея «Великие открытия». Тут есть детский городок с игрушечными большими магазинами, домом пожарных и ветеринарными клиниками. И, конечно, какой Санкт-Петербург без театров? Вот самые известные. И, конечно, говоря о Санкт-Петербург, нельзя не упомянуть его первоклассные пляжи и природные заповедники. Я осталась в восторге. Поделитесь в комментариях, какие города и страны вам запомнились больше всего. И поддержите меня лайком и подпиской. Всем пока!